Рада я вас приветствовать на своем канале. Еще летом обещала увидеться. Видимся. Сегодня 31 августа сезона 2023 года. И я спешу рассказать вам про капельный полив в своем саду, который находится в Киевской области, 5-я климатическая зона, Украина. Что хочу сказать? Хочу сказать, что я 2 года поливала из лейки свой сад, из такой лейки, из пластиковой. Замучилась, я вам скажу. И в прошлом году, в августе, мы решили, попробуем проложить капельный полив. Акцентирую ваше внимание, что мы проложили временный капельный полив. Временно. Он без автоматики, без накопительной емкости, без электроники, полностью механический, но капельный. Он так мне помог и спас положение, что в этом году мы добавили еще контуры, но уже схему составляли с тем условием, что будем подключать все по-правильному, как положено. Делать будем сами автоматический капельный полив с механическим блоком управления. С механическим, потому что у нас перепады температур, большая влажность, холодно, тепло, жарко. Жара стоит плюс 38, 1,5 месяца и ни одного дождя, представьте. А зимой перепады очень сильные. И полностью электронный блок, для него надо домик делать и в общем, утеплять. И мы решили отказаться. Будем делать полуавтоматический. Расскажу вам, покажу как. А сейчас про то, что у меня в саду сейчас. Вот вытащила капельную ленту из-под вот этой розы. Значит, как он продуман. Проложена капельная лента по зонам сада, по контурам определенным. Вы сделаете на одну какую-то маленькую клумбу, но тоже учтите, это все-таки вариант временный, потому что, чтобы все работало исправно, чтобы ваш глубинный насос из скважины не пострадал от постоянного включения-выключения, все-таки надо ставить клапан обратного хода на выходе. У нас сейчас этого ничего нету. Если вы заморочитесь и начнете делать все по-правильному с самого начала, это будет как надо. Но в нашем случае мы напрямую подключаемся к крану и шланге. Или протягиваем шланг до нужного места, или подключаемся к самому крану. Но это создает нагрузку на глубинный насос. Имейте в виду, если у вас колодец и насос снаружи находится, тут, наверное, другая история, я не знаю, у нас не так. Значит, с чего я начала? Начала с этой капельной трубки. Это ПВХ-трубка диаметром 16 с отверстиями, шаг отверстий 20 сантиметров, есть 30 эмиттеры, называются вот эти отверстия эмиттеры. Диаметр 16. Ни в коем случае не берите ленту. Она дешевле в разы. Лента, она такая, как из плотного целлофанового черного пакета. Мы в теплицу положили в прошлом году такую. Я ее осенью выбросила и сказала, больше никогда в жизни к ней не подойду. Лопается во всех местах. Просто лопается этот тонкий, как пакет он, то ли от напора воды, но перекручивается постоянно. В общем, ужасно, неудобно, его не наклонишь, не выгнешь. Вы видите, как трубу можно полукругом, вот так по кругу, клумбу какую или что выгнуть. А та пластиковая лента, она вообще, я не знаю, если только вот так ровненько-ровненько разложить на пол-гектара, тогда, наверное, она себя оправдывает. Стоит очень дешево. Попробовать можете, если хотите, но это точно не мой вариант. Точно не мой вариант. В общем, купили мы вот такую, это пока положу тут, вот такую трубку. Вот тут внизу я буду прикреплять
то, что я показываю, более близко, чтобы мы там в кустах роз не рассматривали эти компоненты нашего полива. Трубка 16 мм, толщина стенки 1 мм, через 20 сантиметров. Отверстие можно через 30. Зависит от того, как часто у вас насаженное растение. Но у меня, видите, прямо сплошняком все и поразрасталось, что надо часто. Как рассчитать, сколько надо трубки? Значит, допустим, у вас, например, я расскажу, клумба 10 метров шириной 2-2,5 метра. Надо трубки брать не 10 метров, надо трубки брать 22 метра на такой участок. Расскажу почему. Потому что вы ее будете неровно ложить, она 2,5 метра в ширину не прольет вам растение. Вы ее будете вот так вот раскладывать. Или лучший вариант ровно, как овалом таким, эллипсом. Допустим, вот туи, смарагд и колонна, у меня тут одна лента, она-то лежит ровно. Второй контур лежит по гортензиям и можжевельникам горизонтальным. Тут уже контур, ну, тут контур у меня, он у меня еще под плетистой розы уходит около 50 метров. И сюда около 50, потому что вот так вот шел. То есть и два разных контура. Вот. Второе, значит, как длину рассчитать, я вам рассказала. В зависимости от ширины и как вы будете раскладывать, как часто у вас растение. Второе, длину саму одного контура больше 50-60 метров не делайте. Вам тогда придется сильнее подавать давление, что крайне нежелательно. Надо только 1 бар. Посмотрите, какое давление у вас с внутренней скважины дается. У нас, допустим, почти 6. Сильное давление. И нам приходится, мы кран совсем немножко открываем. Совсем немножко, чтобы не вырвало. Поразрывают, повырывают все. У нас еще понизительного обратного клапана нету, что я вам сказала. Это плохо, так делать не надо. По-хорошему надо тут клапан ставить. Но у нас, честно, клапан не рассчитан бюджет на всю ту систему. На Еврокуб, на клапана, на гребенки, на насос вихревый, который будет понижать давление. Это все в планах на следующий год. Так, значит, трубка. Трубка бывает еще глухая, совершенно без отверстий. Она пригодится вам в том случае, если у вас ветер такой поднялся. Слышно меня? Подойду, пересмотрю, если что, пересниму. Глухая трубка, если у вас деревья больше 2 метров друг от друга, допустим, вы разложили ровненько эту глухую без отверстия трубку, она даже чуть дешевле, и будете в нужных местах вставлять форсунки. Форсунки прокалывается отверстие, и туда с такой защелкой, с обратной, чтобы назад она не отстреливала, вклинивается, вкручивается та форсунка. В зависимости от количества выдаваемого объема воды бывает большего, меньшего. Какое взрослое растение, маленькое растение, куст. Будете эту форсуночку сами посмотрите в магазине, можете проконсультироваться с продавцом, он посоветует, на какой объем воды вам надо. Но я советую всегда побольше брать, потому что воды мало не бывает. У нас такого полива нету. Я на следующий год планирую в фруктовый сад. Под фруктовые деревья проложить такое. Тут у меня, получается, проливается такой туннель мокрый. И под все растения немножко. Один контур, как я сказала, он не больше, у нас 60 есть метров один контур. Я немножко больше открываю кран, чтобы хватило. Но акцентирую, не больше 1 бара давления, чтобы было. Дальше сейчас я вам расскажу, какие мы элементы сюда используем в саму трассу. Когда прокладываем, нам же надо там повернуть, там обойти, там сделать.
Сейчас покажу ближе. Так, а тут она вот так вот проложена у нас. Так, что-то моя гортензия тут. Поливала ее вчера опять вручную. Так, потому что тут еще нету у нас. А почему нету? Потому что дорожка, вот сейчас расскажу, под дорожкой будем проходить, и я хотела уже непосредственно сделать этот полив, а потом закладывать дорожку хотя бы агроволокном и щебнем. Вот, когда у вас вы проложите контур, ну, неважно где, под розами у меня вот так вот змейкой полукруг, тут ровно, неважно где, и у вас встречается какая-то дорожка или вот ступеньки у нас или что, вам надо обойти. Можно взять два соединительных таких коннектора, разрезать трубку в одном месте, в другом, с капельным поливом удалить, ставить глухую, которая, ну, не будет прокапывать вам ни дорожку, ни в землю, и коннекторами соединить по ширине. Мы так не делали, объясню почему. Потому что у нас еще сад совершенно недостроенный, недоделанный дом, все, и еще может быть плюс-минус ширина дорожки меняться, может быть направление контуров, может быть я буду добавлять. То есть если я нарежу кусочков, у нас еще не стабильно все. Поэтому что мы сделали? Вы можете взять на заметку и сделать так же, а можете вставлять кусочками. Мы в тех местах, где проходит поддорожка, во-первых, мы ее врыли, сантиметров на 10 врыли. Мы замотали изолентой. Плотно замотали и вкопали на ниток. И я периодически смотрю, не прохудилась ли, дорожка не сырая в этом месте. Все нормально. Потом, значит, когда у нас уже все будет как надо, можно вырезать эти кусочки, как я вам сказала, соединить, ставить туда глухую трубку, и сверху будет брусчаткой заложено, и ничего не видно. Это рассказала. Вот, про соединительные элементы. Значит, какие элементы соединительные нам нужны? Заглушки, как я вам показала. Вот тут внизу, смотрите, я буду показывать. Заглушки. Для поворотов, если у нас миллиметровая, толще не берите, она плохо изгибается по полукругу, по каким-то поворотам. Если вдруг у нас турецкая, кстати, трубка, покупали мы тубой. 100-метровые тубы или 200-метровые намного выгоднее, чем по 10 метров. По 10, по 20 метров мы докупали, когда не хватало немножко. И вот как буквально на прошлой неделе добавляли 2 магнолии. Я досаживала, и пришлось 15 метров добавлять мне кусок. Купили отдельно, в 2 раза дороже получилось. Так, уголки соединительные. Уголки у нас тоже есть, я вам показываю. Вот тут сейчас показываю уголок. Можно повернуть. Но это лишний раз приходится разрезать трубку. Имейте в виду, если можно, лучше изогните. Уйдите от стыков. На месте стыков может прохудиться. Но самое главное, правильно одеть. Кстати, как соединять трубку капельного полива, можете посмотреть вообще в интернете, умельцы показывают всякое разное. Я вам расскажу 2 способа, как соединяли мы. Первый способ: соединяла Света. Я ее в чашку с кипятком, с очень горячей водой опускала. Она размягчалась, и потом ее насаживала на, допустим, на заглушку или на соединительный. При остывании она ее обжимала. Вадим Петрович на это все посмотрел и сказал: трассу буду делать дальше я, ты делаешь все неправильно. Делал он другим способом. Он разрезал, вставлял кусачки, расширял их, проворачивал, и когда одевал, как с большим усилием, как обжимал больше.
У меня как пайка труб, а у него как прессовка получилась. Но вы посмотрите видео, каким у вас будет получаться, так и делайте. Самое главное, чтобы оно очень плотно оделось, не сорвется. Вот, хотела еще такой момент уточнить, что на зиму, спрашивали такой вопрос, мы трубку капельного полива, ну это у нас первая зима была, оставили. Хорошо, и зима была такая лайтовая, скажем, снег был не очень много, но и мороза огромного не было. Один раз там около 20 было, и все. И она выдержала. Повторяю, что трубка у нас турецкая была. Вообще-то в Турции, конечно, более мягкий климат. Ну, посмотрим, как в этом году будет. Во всяком случае, на кругу у меня розы укрыты агроволокном. Оно защиту создает. Под растением, прям на голой земле, нигде не растет. Там у меня можжевельники горизонтальные, под туями кустарники. В общем, смотрите, какие у вас зимние температуры. Ну, конечно, замучаешься сворачивать это все, а весной разворачивать это не дело. Так, по газону. По газону такая трубка, конечно, ну вот под этими можжевельниками можно ее проложить, но тут надо с форсунками. По самому газону прокладывается по периметру, и тут уже вставляется, если вам полив надо, который брызгает, распылительный. Есть распылительные форсунки, то есть когда вы включаете давление, идет или под 90 градусов, или под 180. Мы такое еще не делали. Вот эти газоны я тут вручную проливаю. Причем с газонами мы еще не заморачивались. С газонами. Про наш капельный полив по клумбам. Значит, поворотники, углы, заглушки и тройники есть. То есть, если вам когда идет, куда-то идет, и тут резко вы посадили куст, и вам надо от этой трассы вот сюда трубочку вывести сюда. Вы разрезаете, вставляете тройник, и в этот тройник просто добавку делаете. Но учтите, опять же, по длине трассы, как я вам сказала, сильно длинную не делайте. У нас на участке сейчас 7 трасс. 7. Еще, наверное, парочку надо проложить. И в следующем году планируем их к единой системе все подключить, и тогда уже что-то думать с автоматизацией этого процесса. А пока я хожу, и шланг, у нас несколько шлангов, подключенных к разным выводам воды. Через коннектор, вот такой, я вам ближе сейчас его покажу, соединяю быстросъемник на шланге, который идет от крана. Соединяю, включаю давление 1 бар, и оно подает мне воду. По времени, значит, я один контур, если он не больше 50-60 метров, лучше 40. 40 быстрее просто прольется. Часа 3-4. Но опять же зависит от того, какая у вас температура. Вот у нас жара неимоверная, я по 5-6 часов один контур проливаю. И так и меняю. И что еще хочу акцент какой сказать. Если вы все-таки решите такой полив делать, включайте не больше одного контура за раз. То есть вначале мы включали 2 контура, у нас несколько выводов с одной скважины, несколько выводов, то это идет большая нагрузка на глубинный насос, и он может просто поломаться. А потом скажете, что я вам не говорила, сказала. Лучше делать понизительный клапан. Но мы регулируем, мы совсем немножко, и лучше в вечернее время, не в жаркий день. Ну, наверное, все. Тут вы посмотрели внизу все соединительные элементы. Вы можете, получится, просто зайти в магазин, повыбирать, что непонятно вам продавец подскажет, но вы уже в курсе, что вам надо. Промеряете метраж, сколько. Ну, берите лучше тубу. Это я вам 100% говорю. Пригодится. Все, планируйте свои клумбы. Последний летний день, а мы уже живем планами на следующий сезон. У меня еще есть задумка, еще есть местечко. Одна клумба сделаю. Ну а мы встретимся с вами уже осенью. Осенью сезона 2023 года.
И, наверное, пойдем гулять по саду. Первый осенний день нам покажет, что сейчас в моем саду. До встречи на моем канале. Всего хорошего.